Я никогда не забуду, что Бог сделал. То, что происходит в вашем физическом мире, это всего лишь следствие духовного мира. Иисус исцелил меня. Я записываю это видео, чтобы и вы тоже порадовались за меня. Я хочу, чтобы все порадовались. И чтобы вы знали, что Бог в настоящее время все так же исцеляет и может исцелить и вас. Что у меня было? У меня очень сильно болела спина. Это продолжалось 25 лет, с 8 лет, с 1 класса. Сейчас мне 33 года. У меня была позвоночная грыжа и 2 протрузии. Я настолько привыкла к боли, что я думала, что я уже как будто бы ее не замечала и даже не думала, что может быть без нее жизнь возможна. Как это ни парадоксально. То есть она настолько в меня врослась, что как будто бы это было для меня нормой. Как будто бы она как сопутствующий твой фактор, который ты не можешь исключить. Последние 5 лет я очень сильно начала заниматься своим позвоночником. Потратила просто кучу денег, ребята, просто кучу денег. Я это ничего не говорила ни родителям, ни братьям, ни родным, потому что, в этом вообще нет нечем гордиться, и я не хотела, чтобы кто-то волновался. Но мое состояние было такое, что вставала утром, и у меня уже была тяжесть в ногах, у меня очень сильно оттекали ноги. Вот прям на них вот так на кожу нажимаешь, и там вмятина прям оставалась, и она долго не выпрямлялась. И это постоянная тяжесть, боли, вот прям от середины тела вниз, все очень тяжелое. Было ощущение, что свинцом налито. Скажу, что в последние года я больше сидела не потому, что у меня образ жизни такой работы, а потому что мне было уже сложно ходить. Мне было тяжело ходить. Я, знаете, там как бабушка какая-нибудь, пока там идешь до куда-нибудь, сразу стараешься все дела сделать по пути, что-то отнести, взять, поправить, и чтобы не ходить 3 раза туда-обратно. Или когда наклоняешься, думаешь, что же еще бы сделать в согнутом состоянии, потому что разгибаться больно потом в пояснице. Для меня даже сложно было лечь спать, потому что когда ты ложишься, ты пытаешься расслабить позвоночник, а это невероятно просто больно простреливало. Но это мучительно. Я это сейчас понимаю, когда я понимаю, что можно этого не чувствовать. Тогда мне казалось, что все нормально, все окей, как-то люди же живут, и мне невдомек, что они не чувствуют этого. Поэтому я невероятно счастлива просто, что у меня этого больше нет, и я тренируюсь, и я не могу поверить, что я настолько легкая, что у меня тело легкое, что я просто как пушинка. Я делала по 2 тренировки в день, я сейчас еще пойду побегаю, потому что это нереальное ощущение, когда ты можешь легко бежать, и тебя не беспокоит ни колени, ни поясница, ни ноги, ничего не ноет, не болит. И это просто невероятно, я не знаю, как это объяснить. Тем, кто, наверное, не испытывал такую боль, сложно понять, насколько велико это облегчение, когда ты этого не чувствуешь. Еще момент, который я хотела бы отметить, что Господь, да, исцелил, это Его чудо, это то, что Он мне дал просто так. Я вообще для этого ничего не делала. Спасибо. Я всю жизнь мечтал. Я этого не скажу, что заслужила и чем-то выпросила, и я вообще не какая-то особенная, я обычный человек. Единственный момент, который я сделала перед этим, который я как раз-таки не сделала 25 лет, это решение проблемы с прощением и с гордостью. Что я имею в виду? У меня было непрощение по отношению к моей семье и к самой себе. После того, как я отпустила, я реально простила и себя, и своих родных, и других людей, которые сделали мне очень больно, очень близких людей. И это дало возможность Богу исцелить меня, потому что я разрубила этот канат, за который дьявол держал меня, и я сама не хотела это отпускать. Но по факту это нужно отпустить как можно скорее, если у вас есть непрощение. Вы даже не представляете, что вы держите. Вы вредите сами себе. Это, как говорится, типа психосоматика. Но это гораздо глубже. Это не просто эмоциональная причина. Первично идет духовная причина. Идет от духа. Как только вы в духе развязываете это, то здесь на земле это развязывается.
разрешаются все вопросы со здоровьем, все, что вас удерживало, неважно, что это может быть. Это может быть нищета, это может быть что-то со здоровьем, это может быть постоянно по кругу неудачные отношения. В любом случае вам необходимо сначала разрешить ситуацию в духе, отпустить это. И у меня это было непрощение. Второй момент, который у меня был, это гордость. И я не говорю, что гордость, как будто бы я хотела казаться тем, кем я не являюсь. Или чтобы меня как-то возвеличивали. Нет, у меня была гордость, связана с тем, что я не допускала даже мысли, что кто-то может позаботиться обо мне и заступиться за меня. Так сложились обстоятельства и в моей жизни, что я всегда за себя сама стояла, и никто за меня никогда не вступался. И это выработало во мне то, что я всегда сражаюсь. И как будто бы я никому не нужна, и никому дела нет до того, что у меня происходит. И никто не ступится именно просто потому, что я — это я. И я считаю, что это своего рода гордость, потому что есть всегда тот, кто больше тебя и выше тебя, и Бог такой. Если мы принимаем то, что мы дети Бога, а я дочь Бога, то значит Он мой родитель, и Он тот, кто может обо мне позаботиться, и покрыть меня, и заступиться за меня, и защитить меня. И как только до меня это дошло, точнее, как только я этому сдалась, сразу пришло освобождение. В первую очередь в духовном и во вторую очередь в физическом. И что мы имеем вкупе? Это прощение и смирение. Прощение мне дало то, что я разрубила эти канаты, к которым я была привязана духовно и эмоционально, к тем ситуациям, которые порождали во мне непрощение. Это была обида, злость, куча всего нехорошего. Я не хочу в это углубляться и перечислять. Я думаю, что вы в курсе, если у вас есть эти аспекты в вашей жизни. Вы отрубили их влияние на себя. Это меня больше не трогает. Оно не оказывает на меня абсолютно никакого влияния. Да, я могу что-то вспомнить, могу поплакать, но сейчас уже практически нет. Но это больше не влияет на меня. Это, скорее всего, просто как воспоминание. И с другой стороны, это прощение было. Я позволила Богу проявиться Его силой в моей жизни, Его защитой в моей жизни, защитой от этого обвинения дьявола. Он меня обвинял в этом непрощении, и через это непрощение это была открытая дверь для того, чтобы была эта болезнь в моей жизни. То есть я как будто бы держала дверь открытой и говорила ему: да, конечно, заходи, я на все согласна. Но по факту я этого не хотела. Но закрыв эту дверь и произведя это прощение у себя в сердце, я получила исцеление, потому что я доверила Богу, я разрешила Ему быть сильным в моей жизни. Поэтому, если у вас есть какие-то неразрешенные проблемы, не обязательно со здоровьем, это могут быть деньги, отношения, вы ходите по какому-то замкнутому кругу, вы должны четко понимать, что корень у этого лежит в духовной сфере, и вам необходимо поработать со своим сердцем. Это может быть больно, это может быть неприятно. Да, в этом мало что приятно есть, но вам необходимо это разрешить и довериться Богу, позволить Ему проявиться силой и властью в вашей жизни. Примите тот факт, что Иисус уже умер за вас, Он уже вступился за вас. Вам необходимо принять Его жертву и согласиться с тем, что все благости и милость, которая приходит с этой жертвой, они принадлежат вам, что Бог уже за вас заступился, и Он хочет это внести в вашу жизнь. Смиритесь перед Богом, позвольте Ему быть сильным. Тот, кто сможет изменить вашу жизнь, привнести в нее все блага земли, все свои обетования и обещания о спокойной и благой жизни. Примите это, вы сами себя удерживаете несогласием и гордостью перед Ним, отрицанием Его. Не нужно так делать, это очень больно, это приносит в вашу жизнь страдания, вы вредите сами себе. Еще раз повторю, что это самое важное, позволить Богу быть Богом вашей жизни. На этом все. Всех благ, пока!